Привет, друзья! Как вы знаете, есть несколько типов подготовки видеоконтента. Есть сюжетные видео, есть летсплей, есть видео исторического характера, есть видео аналитического характера. Но, как по мне, самым сложным типом видео является импровизация. И именно сегодня, друзья, у нас такой формат. Мы будем играть в Ее Величество импровизацию. И, как гласит великая истина, мы сами создаем себе проблемы. Ведь можно было банально взять, собрать картинки, подготовить какой-нибудь шортс или небольшой видосик по тир-листу героев или башенок, заклепать их, поставить в рейтинг, в ранжир, поставить каждому свое определенное место, закинуть и ждать критического анализа подписчиков, которые будут говорить: чувак, нет, ставь туда, вот это ты поставил сюда, это ты сделал неправильно, и вообще твой тир-лист по героям и башням полное говно. Так вот, друзья, сегодня у нас с вами будет тир-лист по этапам первой части игры Kingdom Rush. Идея, на самом деле, как по мне, довольно оригинальная и свежая. Я не знаю, как вам, но мне не часто попадается вот такого рода формат видео. Да, ранжира героев дофига, башен, пожалуйста, сколько хотите. А по этапам, ну, мне лично, может, 1 или 2 раза попадалось. И вот в группе официальных креаторов, прикиньте, там народ тоже работает, усердно работает. Я вообще в шоке был от того, что они действительно там творят довольно интересные вещи, придумывают классные идеи и на самом деле креативят и вообще, знаете, как бы улучшают общий формат всей франшизы Kingdom Rush. Так вот, там довольно интересная идея проскочила, чтобы на видео, стримах, каждый там из каналов, предварительно проведя определенный опрос подписчиков, провести ранжир по этапам. На самом деле, на сегодняшний момент я не видел ни единого как бы видео этого формата, вот, ну, из тех, кому идея была предложена, то есть, может, работают еще, я не знаю, но я подумал, а чё нет, действительно же, ну, интересно, прикольненько, и у себя на канале я предварительно подготовил определенную форму, закинул опрос подписчикам. Друзья, и на самом деле было получено 41 ответ. Недельку у меня провисел этот вопрос, и 41 ответ, ну немало, ну блин, ну все равно прикольно, 41 ответ, и это уже как минимум сейчас будет готовый тир-лист этапов первой части, не мой лично собственный, знаете, по моему какому-то суждению, а 41 персона, ну включая меня 42, ладно, будем составлять ранжир уровней. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что в первой части, почему именно первую часть? Потому что я думаю, что в первую часть играло все-таки больше людей, нежели в последующие, там, особенно по альянсу, еще, возможно, не у каждого даже есть альянс. Так вот, возвращаемся. Прежде чем начнем, хочу напомнить, что герои в первой части качаются с 1 по 10 уровень в течение прохождения этапа. Второй момент. Герои выдаются все не сразу, они дарованы на определенных этапах. Если, конечно, вы не играете на мобильной версии и не задонатили как бы себе на платных героев сразу. Вы можете их использовать в принципе. Но мы берем по классике, идем по классике, и версию ранжира я брал как раз именно ПК. Третий момент. У нас есть древо улучшений, друзья, которые мы можем с вами прокачивать именно по ходу прохождения этапов. Этот момент тоже необходимо учитывать. Это я, знаете, как бы в большей степени беру во внимание первые этапы, которые там, уверен, многими были отправлены в категорию D. Третий момент. Это башни. Сразу с первого мы не получаем хай-левовские башни там и весь, знаете, их диапазон. То бишь с каждым этапом нам выдаются определенные башни на определенном уровне прокачки. С первого там по 3 и потом 4 уже улучшенная форма. Не так как в Vengeance, что типа там есть вот базовые стартовые башни, которые можно докачать уже сразу, знаете, на полную. И там гоблин на ракете херячит на пол карты как бы всю братву врагов. Не,
Не-не-не, здесь совсем по-другому. И, конечно же, по врагам, то бишь на каждой локации будут добавляться определенные враги. Если вы играете не в модированную версию, у вас нету магазина с бустами, вы не можете себе приобрести дополнительный как бы ресурс для прохождения этапов, то есть вы играете по чистенькому, вы играете красивенько, вы играете по правилам. И теперь, друзья, давайте будем подходить к самому сладкому, это непосредственно к этапам. Я их разделил от самой низшей категории D, ну, предложил как бы поставить до даже не S, а S+. Потому что, ну, как по мне, некоторые этапы все-таки, вот есть прям вообще такие душниловские, такие, знаете, ну, мрачно мощные, с которыми, но на самом-то деле довольно тяжело, и бывает порой надо действительно стратегию и тактику вырабатывать игры. Так, все, друзья, вот такое вступление, но без него просто никак, просто было никак. 41 ответ, спасибо огромнейшее всем тем, кто прошел опрос, кто принял участие в проведении этого опроса, и сейчас вот благодаря вам я могу готовить это видео. У меня есть диаграммы, я не буду грузить вас цифрами. Я буду эти диаграммки выносить при монтаже непосредственно под каждую локацию. Вы сможете их сами рассматривать, смотреть, как именно люди голосовали и ну, в какой степени там за какой уровень башни голосовали. Так вот, первый этап, друзья, это Южный порт. Ну и, конечно же, традиционно большинство отнесли его в категорию D. В принципе, я абсолютно согласен. Это первый этап, первый стартовый этап. На этом этапе идут довольно слабые враги. Это у нас, друзья, идут в основном гоблины и орки. То есть, как бы такая вот основная пихтура и такое, знаете, как бы, скажем, живое мясо на наше укрепление. Мы имеем возможность ставить башни первого уровня. Также на этом уровне мы не можем пользоваться героем. Героев у нас нет. А герои, как в каждой части, это довольно мощная ударная сила. Нам выдается подкрепление бомжатского уровня и метеоритный дождь. Тоже самого первого слабого уровня. Опять-таки вспоминаю про древо улучшений. Друзья, чем выше показатели, то есть чем лучше мы прокачиваем то или иное столбец, тем эффективнее мы можем использовать либо башни, либо наши доп составляющие подкрепления. Поэтому Южный порт D. Я абсолютно, в принципе, с этим согласен, как и большинство из вас тоже так проголосовало. Следующий, друзья, этап — это пригород. На этом этапе нам доступны башни второго уровня, также подкрепление метеоритный дождь, но нету, друзья, у нас с вами геройчика. На этой локации также идут орки, гоблины, идут вульфы. Это из таких, знаете, более быстрых врагов, как бы. Но, в принципе, по большому счету, все равно слишком сложной проблемки этот уровень не создает. Я еще один момент отступления. Основываюсь больше, наверное, на уровень ветеран. Давайте возьмем ветеран там, потому что боец и новичок, ну, немногие играют, в основном, думаю, ветеран, поэтому, хотя это не особо, наверное, важный аспект. Так, ладно, пригород. И большинство из вас отнесли пригород категорию D. С этим я также абсолютно с вами согласен. Второй этап, он чуть посильнее первого, но также каких-то глобальных проблем создавать не будет. Следующий, друзья, третий этап — это Пограс. И здесь на самом деле вот уже начинается более интереснее. В чем суть? Объясняю. Пограс. Также мы не имеем возможности как бы пользоваться услугами героя. Нам доступны башни второго уровня, так же как и с пригородом, но, друзья, на этой локации, помимо основной как бы ударной силы врагов, добавляются шаманы,
это целители, которые имеют хорошую магическую броню, и при этом они нормально так регенят не одного, не двух, а целую горстку врагов. И здесь, друзья, нам встречаются с вами огры. Это можно считать такой первый танк своего рода игры Kingdom Rush. И с ними вот, да, их там идет 2 или 3, я уже точно не помню. Но на самом деле они определенную проблемку, друзья, создают. И с этим надо считаться. Поэтому большинство из вас Пограсс отнесли к категории С. И я с этим, друзья, также абсолютно согласен. Блин, как прикольно, как реально прикольно, когда ты создаешь тир-лист, ранжир, не сам сидишь и голову ломаешь, блин, куда этот закинуть, и как вот, например, подумают другие иные, какое у них мнение, отношение. Здесь все, пожалуйста, статистика, элементарная математика, диаграмма, проголосовали, все, опа, и теперь вот строим с вами ранжир. Блин, прикольно, прикольно, вы молодцы, супер, супер. Так, все, идем дальше. Друзья, берега двуречья. Это у нас следующий этап. И здесь уже доступны на самом деле башни 3-го уровня и берега двуречья. И здесь впервые открывается у нас геройчик, друзья, и это сэр Геральт Лучезарный, которого мы можем прокачивать от 1 до последнего, до 10 уровня. И, в принципе, довольно интересненькая сама локация. Здесь как бы есть одна точка, которую мы держим, да, но разветвление двух линий, по которым будут идти враги. Враги практически те же самые, друзья, то есть там орки, шаманы, гоблины, огры, и в принципе добавляются еще разбойники. Разбойнички добавляются, там в принципе тоже такие довольно неплохие враги, с которыми также интересно сражаться. И на самом деле этот уровень тоже слегка будет посерьезнее первых, и большинство из вас отнесли этот уровень в категорию С. Опять-таки, с чем я на самом деле абсолютно с вами согласен. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Следующий этап, это уже 5-й у нас, друзья, этап Сребролесья. И вот этот этап, ё-моё, у меня столько на самом деле воспоминаний с этим этапом. Я помню, когда, извините, это, знаете, такой своего рода личный флешбэк в мое прошлое. Я довольно давно играю в эту игру, и впервые я на самом деле в Kingdom Rush играл на версии Android, на планшете. И для меня Сребролесье было этапом просто, ну, знаете, я не мог понять, как вообще этот этап можно пройти. Я думал, боже мой, это ж просто, это хардкоровский этап, как здесь можно играть, как? Это был для меня невозможно непроходимый уровень. И сейчас вот возвращаясь, знаете, в те времена, я понимаю, я могу там чуть ли не с закрытыми глазами этот этап отыграть, но на тот момент он мне показался довольно сложным. В чем как раз суть вопроса Сребролесья. Нам даются башни 3-го уровня. На этой локации открывается первая башня 4-го уровня, Лесные братья. Также мы можем пользоваться услугами героя сэра Геральда, он пока единственный в нашей обойме, все остальные герои заблочены, опять-таки повторюсь, если вы не играете мобильной версии и не имеете возможность себе там задонатить на всех героев. Так вот, есть две основных линии атаки врагов. Разнообразие врагов на этой локации увеличивается. Есть уровневые башни, это сильванские эльфы, насколько помню. Можно использовать их, но опять-таки они требуют монеточек, и с этим надо тоже уметь как бы пользоваться и отыгрывать. На этой локации, друзья, помимо всех первых перечисленных, там гоблинов, орков, шаманов, огров, разбойников, нам, друзья, добавляются налетчики, добавляются мародеры. Мародеры — это тоже такой своего рода небольшой танк, как и огры, но чуть поскромнее, но их больше идет. Помимо всего прочего, друзья, нам добавляются огромные пауки и паучьи матриархи, которые спавнят вот этих вот мелких говняшек, притом в большом количестве. Если не пытаться их остановить, то
сами понимаете, прорвут оборону только так и даже не подавятся. Вот прям вообще ни разу. Поэтому Сребролесье, как по мне, это такой вот, скажем, экватор, переходной период от лаунж башен уже к более высокому уровню. И на самом деле большинство из вас со мной согласны, потому что впервые у нас башня оказывается в категории Б. И это на самом деле неплохо, друзья. Поэтому Сребролесье категория Б. Следующий этап, друзья, это Цитадель. И Цитадель интересен тем, что здесь впервые мы встречаемся. У нас первый босс-файт. Первый, скажем, такой стартовый босс вообще из всех-всех-всех. И на самом деле мне даже не раз в комментариях писали, что Джиггернаут чуть ли не самый мощный босс среди всех стартовых боссов всех частей. Там как бы если вот брать ветерана, или можно прогадать даже на невозможном. И на самом деле Джиггернаут довольно интересный босс. Я не назову его каким-то там, знаете, не то что оригинальным, а каким-то хитро выдуманным или замысловатым. Но опять-таки против него было довольно интересно сражаться. И на этом этапе нам выдается новый герой, это Алерия Стреловей. А также, друзья, нам даются две новых башни 4 уровня, нам дается Арканвизор и нам даются паладинчики, которые вот также могут неплохо держать оборону. Арканвизоры вообще прекрасно бьют врагов, и в том числе и Джиггернаута, у которого довольно хорошая броня физическая, да и вообще есть враги, которые, те же самые, например, темные рыцари, которые появляются на этой локации, они имеют хорошую физ-броню, поэтому с этим как бы необходимо считаться. Помимо всего прочего, на этой локации появляются горгульи, идут вульфы, варги, также есть довольно бесючие и гнусные враги, лучники теней. С этими пупсами надо довольно осторожно, друзья. С ними надо с глаз на глаз, потому что они довольно быстрые, они имеют дальний радиус поражения и довольно приличный урон наносят, потому что часто атакуют врагов. Ну и финальный босс-файт, Джиггернаут, конечно, который спавнит головы голема. Их летит довольно много, летит в разные стороны. И если у вас недостаточно укреплена оборона, можете какую-то из голов пропустить. Вот же хитрые, а? Хитрые все-таки. Интересно придумывают. Так вот, Цитадель, друзья, отнесли в категорию А, с чем я опять-таки абсолютно и полностью целиком с вами согласен. Следующий этап, друзья, это у нас идет своего рода, нельзя сказать, что первая часть это границы, но определенное распределение тут также имеется. Ну, как и в принципе, по большому счету, в большинстве частей, если не во всех. Мы с вами погружаемся в снежные локации, вершины, там как бы вот холодные места. И первое у нас с вами точка, куда мы отправляемся, это гулкие рудники. На этой локации герои остаются прежние, нам добавляется новая башенка, гарнизон мушкетеров. Есть интересная особенность этих локаций зимних в том плане, что есть шахты, через которые могут забегать враги и спавниться в совсем другой части карты. Либо в центральной, либо в нижней. Но на самом деле, по большому счету, вот по сравнению даже, например, со Сребролесьем и Цитаделью, гулкие рудники не создают каких-либо гранде проблем. Во-первых, по причине того, что здесь нам открывается в дополнение вторая, скажем, башня 4 уровня лучников, это гарнизон мушкетеров. И это довольно мощная башня. На самом деле, 3 башнями можно спокойно отыграть эту локацию, имея на вооружении либо сэра Геральда, либо Алерию Стреловей. Здесь у нас, друзья, добавляются такие враги, как зимние волки, здесь добавляются тролли, и здесь мы встречаем с вами, друзья, хотя нет, наверное, все-таки на этой локации мы их еще не встречаем. Вот, тролли и зимние волки — это те, кто
добавляются на этой локации. Большинство из вас отнесли эту локацию в категорию С, с чем я на самом деле также абсолютно согласен. Но это несложная локация, в отличие на самом деле от следующей локации переход ледяных ветров. На этой локации нам выдается сразу два новых героя, это Малик и Болин. Опять-таки, вы можете юзать спокойно любого геройчика, даже самого, того, кто выдается под определенный уровень, потому что вам не надо его гонять на полигоне, прокачивая к 10 уровню, он вам выдается на первом, и в течение прохождения этапа вы его докачиваете до 10. Поэтому можно на этой локации брать и Болина, и Малика, в принципе, кто вам как бы симпатичен из этих героев. Помимо всего прочего, на этих локациях нам выдаются башня 4 уровня пехоты зал варваров, которую мы также полностью закрываем. И наконец-то таки нам выдается первая раскладочка арты 4 уровня, это большая бертушка. Прекрасная башня, также есть много почитателей этой башни, но дорогая, падла дорогая, но классная. Дорогая, но классная. Так вот, переход ледяных ветров. Довольно интересная локация тем, что у нас одна зона для защиты, но у нас сразу идет две точки спавна. Кстати, здесь есть довольно интересная уровневая башня, это Йети, которую активировать вы можете при помощи огневого метеоритного дождя. Валите метеоритным дождем по самой пещере. И за 400 монеточек вы можете себе заспавнить Йети. Он имеет, да, хорошее здоровье, приличный урон, но враги дальнего действия уберут его только так, при этом минус 400 монет. А враги дальнего радиуса поражения здесь нехилые, друзья, это тролли-чемпионы. И это, как по мне, это одни из самых гнусных врагов, которые вообще есть в первой части. Именно из-за приличного урона, высокого уровня здоровья и дальнего радиуса поражения. Также на этой локе у нас есть вождь троллей, тоже интересный персонаж, у него довольно прилично хп, нету никакой брони, но, друзья, он вдохновляет яростью своих собратьев и улучшает их боевой настрой. Это, то есть с ним необходимо тоже считаться. Помимо всего прочего, на этой локации появляются Йети. И, в принципе, те же самые зимние волки, горгулии, вся та категория врагов, которых мы встречали, друзья. Поэтому переход ледяных ветров, уровень довольно непростой, вы его определили в категорию Б, и я на самом деле абсолютно целиком и полностью с вами согласен. То бишь до А не дотягивает, но Б это да, друзья, это да. Следующий уровень, это финальный уже по зимним локациям, это Храм Гроз. И это, друзья, второй босс-файт. Здесь нам дарован новый герой, это Магнус. А также мы можем использовать вторую, закрываем полностью магическую ячейку, это башня колдуна. Магнус и колдун. Прекрасное сочетание, замечательный симбиоз. Можем их использовать в Храме Гроз. Помимо босс-файта, а здесь у нас, друзья, величественный Йети Гарри, который ваншотит, то бишь он пехотой сильно не останавливается, геройчика не подводите, потому что он их убирает в ноль. И единственное, конечно, что есть определенные тактики его стана, но это уже совсем, скажем, другая история. И чем занимателен этот уровень? На этом уровне, помимо всех прочих врагов, которых я перечислял, есть всадники на ракете. Всадники на ракете, у них определенная особенность, они ускоряются, когда им наносится урон. Поэтому этот момент необходимо учитывать и по возможности нанести первый урон как можно быстрее и раньше, не допуская их финальной точки, потому что если ускорятся, остановить их будет намного сложнее. Еще одним танком, который появляется на локации, это, друзья, темный истребитель, и он имеет мощную физброню, он хорошо сносится магией, но имеет при этом физброню мощную, у него высокий уровень здоровья и довольно приличный урон, поэтому с ним тоже необходимо считаться. Также тролли-чемпионы, Йети, зимние волки, вся остальная братья. Кстати, волки зимние имеют защиту от магического урона. Тоже учитывайте этот аспект, поэтому всегда ставьте башенки с физическим и магическим уроном.
И здесь на самом деле интересненько получилось, потому что некоторые относили Храм Гроз к категории Б, таких немало на самом деле, но чуть больше было тех, кто отнесли этот уровень категории А. И честно признаться, я также больше склоняюсь к тому, чтобы поставить этот уровень в зону А. Потому что как-никак босс-файт, как-никак финальная локация второго там этапа зимних. И как ни крути, но разнообразие врагов, и враги довольно мощные. То есть локация сама по себе ну, такая не слабенькая. Поэтому категория А. Поддерживаю. Идем дальше. Так, народ, после завершения вот зимних локаций мы с вами погружаемся в мрачные земли Валардула, некогда живых и процветающих земель, а нынче вот такие пустоши. И как раз именно первая локация этих темных мрачных земель владения Везнана — это пустоши. Герои здесь прежние, но, друзья, на пустошах мы закрываем арту в полном объеме, и здесь нам выдается Теслочка выдается. Да, кстати, опять-таки напоминаю, у нас есть древо улучшения очков. Поэтому с каждым уровнем прохождения, благодаря полученным звездам, старайтесь проходить этапы на 3 звезды, для того, чтобы было больше звезд и быстрее прокачивать древо как бы наших улучшений. Если вы используете какую-либо категорию башен более чаще, например, артиллерию или магию, вы можете все основные как бы улучшения направить на ну, именно на эту категорию, то есть прокачать столб до самого верха и пользоваться только магами. Этот нюанс, момент тоже учитывайте. То есть, например, если вам не хватает звезд, а вам необходимо большей мощи от магических башен, вы возьмите, просто заберите звезды у, например, лучников или пехоты или метеоритного дождя и прокачайте себе магов повыше, и будет вам счастье. Так вот, в пустошах это у нас Теселка, новая башня, геройчики, все, в принципе, те же самые, но и их, в принципе, мы имеем немало. Особенностью, друзья, этой локации есть то, что есть небольшое кладбище в пустошах, и с этого кладбища спавнятся скелеты. И не только, друзья, скелеты, но и скелеты рыцарей. И это интересная особенность. В любом, ну то есть, когда вы бьете врага, он погибает, вместо этого врага спавнится скелет. Если мы бьем более мощного врага, спавнится скелет рыцарь, который имеет больше здоровья, больше урон, конечно же, и даже имеет, возможно, какую-то определенную защиту. Вот такая вот интересная, ты знаете, как своего рода перерождение, двойной удар. Тут вы херанули, например, демона, а тут с кладбища вылили скелет этого демона. Как бы это, конечно, злостно не звучало, но вам надо будет потом бодаться еще и со скелетом. На этой локации у нас впервые появляются демонические отродья, появляется владыка демонов, появляется у нас адская гончая и появляются, друзья, бесенки. Ну и ракетчики тоже есть, горгульи есть. Хотя про бесенок я точно не помню, но вот горгульи есть железобетонно, и ракетчики тоже есть. Короче, все равно такое довольно приличное шобло движет на ваши укрепления. Поэтому пустоши — это железобетонно, друзья, как по мне, ну, локация разряда Б минимум. И по большому счету вы со мной в большинстве своем согласны. Даже многие голосовали и за категорию А. Но в основном решили остановиться на пунктике Б, поэтому пустоши у нас отправляются, друзья, в категорию Б. Следующая локация у нас это Долина Проклятых. И на этой локации нам выдается новый геройчик Игнус. Так как мы уже все башенки закрыли, поэтому всеми башнями мы можем себе спокойненько играться и ими на самом деле заниматься. И герой Игнус величественный маг, на минуточку ученик Везнана, поэтому
Хороший герой, хороший, но я им играть не умею. Поэтому я его практически особо никогда не использую. Так, на этой локации мы с вами можем встретить и разбойников, и паучков, и темных рыцарей, и истребителей, друзья, и, конечно же, демонических отродий, и владык демонов, и бесенков, и адских гончих, и вообще всех кого угодно. Но помимо всего прочего, друзья, здесь у нас добавляются новый враг. Это некромант. Очень неприятный враг. Те, кто против него играли, знают. Этого врага необходимо сносить как можно быстрее, потому что если он заспавнит скелетов, а он это делает часто и много, то будет очень-очень-очень непросто. Помимо всего прочего, в этой локации есть такое жерло тлеющего вулкана. И этот вулкан вроде как, знаете, спящий, но в определенные моменты он просыпается в виде вулканического элементаля. И этот магический лавовый элементаль имеет довольно прилично хп, у него мощный урон и у него есть хорошая физброня. Поэтому магические башенки в виде арканвизора очень хорошо его сносят. Но опять-таки об этом немножко, скажем, совсем другая история. Мы сейчас с вами по непосредственно ранжир этапов. И долину проклятых, народ, здесь также в принципе было небольшой разрывчик между А и Б, но в большинстве своем каждый из вас определил эту башенку в категорию Б. И опять-таки я с этим абсолютно согласен. До А не дотягивает, ну реально не дотягивает, а Б железобетонная, это знаете такая вот твердая четверочка. И последний, друзья, это 12 уровень. А у нас на основном пути 12 уровней. Это мрачная башня. Это босс-файт с темным волшебником лордом Везнаном. И здесь у нас, друзья, открываются все остальные геройчики. То бишь все те, которые вот до этого момента были заблочены, они все, пожалуйста, welcome в ваше распоряжение. Опять-таки с 1 по 10 прокачивается на этапе. Можете брать кого угодно. Даже того же самого короля жиробасного его величества Динаса можете взять на босс-файт с Везнаном. На этой локации все вышеупомянутые враги, которых я перечислял, есть. От горгулей, ракетчиков до бесенков и лавовых элементалей все есть. Не буду я их перечислять. Даже пауки, даже и те вот гнусные, злостные, мохнатые вот эти вот многолапые пауки, они тут тоже есть. И народ, также есть кладбище, откуда спавнятся скелеты и скелеты рыцарей, опять-таки из поверженных врагов. Но, помимо всего прочего, есть пентаграммы на этой локации. И это своего рода телепорты из потустороннего мира, с адского мира. И их 3 на 3 основных уровнях прохождения. Как бы этого этапа 3, и они могут заспавниться на последних волнах чуть ли не возле самой точки. Этот момент тоже необходимо учитывать. Поэтому, друзья, минимум эта башенка у нас либо А, либо С. Точнее не башенка, а именно уровень. И я, если честно, по своему тир-листу изначально, когда вот, ну скажем, расставлял ранжир, я отнес этот уровень в категорию А, как и все любые босс-файты. И по большому счету вы на самом деле со мной согласны. Совсем немножечко не дотянул этот уровень до категории S. И я также смело, честно, вот сильно не зацикливаясь над этим моментом, отправляю мрачную башню в категорию А. Вот заслуженная такая пятерочка, как бы, да, скажем, или нет, давайте 4 с плюсом. 4 с плюсом, и у нас S будет пятерочка. 4 с плюсом, это локация железобетонно, вот, свое получает. Так, друзья, и после всего прочего, после основной линии прохождения, мы с вами переходим уже к элитным уровням, и их на самом деле также немало, их довольно приличненько. Так, давайте первый этап возьмем, который единственный, да, он там как бы не имеет каких-то ответвлений, это руины Акарота. Довольно интересный уровень. У нас есть одна точка для
защиты. Мы имеем в наличии всех героев. Обычно к этому уровню прокачано уже полностью все древо улучшений. И мы в полной обойме можем себе спокойненько двигать на эту локацию. Здесь, друзья, мы будем с вами сталкиваться с гоблинами, с орками. Здесь мы будем сталкиваться с шаманами, с ограми. То есть со всей, знаете, братья тех... скажем, мучеников, которые были оставлены после падения Везнана. Помимо всего прочего, здесь будут у нас и разбойники ловкие, но, друзья, здесь добавляются и некоторые новые враги в виде гоблинов-подрывников. Эти падлы, они просто, конечно, бесючие. Они довольно часто наносят урон, имеют дальнюю, способность поражения с дальней дистанции, и их обычно бежит довольно много. Взрывной характер их бомб, если вы не уберете врага, то все, точнее своего героя, все, гайки. То же самое касается и пехоты. Помимо всего прочего, здесь есть орки-чемпионы, но немножко не те, то у нас тролли-чемпионы, а это, друзья, орки-чемпионы. Они имеют неплохую защиту физическую и довольно хороший урон. Также есть всадники на варгах, друзья. Вот всадников на варгах их необходимо сдерживать как можно быстрее, потому что они имеют своего рода такой характер двух жизней. Сперва это идут всадники на варгах, после вы их побеждаете, они спешиваются, и вам необходимо уже сражаться с орком-чемпионом, то бишь такой своего рода двухуровневый спарринг с врагом. Но изюминкой этой локации есть, друзья, лесной тролль. Этот мутант имеет приличное хп, у него офигительнейший просто урон, и их идет довольно много на этой локации. Поэтому без ваншота вы вряд ли сможете справиться. Ну и, конечно же, это босс-файт, друзья. Это босс-файт, и здесь у нас Гултак, внушающий ужас орчий вождь, и, в принципе, пободаться с ним будет довольно интересненько и весело. Поэтому руины Акарота, как и предыдущие босс-файты из основного этапа, я определял в категорию А, потому что нельзя назвать этот уровень безумно сложным, а босс-файт сам тоже грандиозным. По большому счету, друзья, вы со мной также согласны. Есть те, кто в категорию S отправлял, даже некоторые ставили в S+, но таких немного было. Основная масса все-таки отдала предпочтение уровень сложности А. Я с этим абсолютно согласен. Итак, друзья, следующий у нас идет этап, и это логово Сарильгас. Логово Сарильгас. Ох, этот уровень для меня был просто вырви мозг. Я никак не мог подружиться с Сарильгас на этом этапе. Я не знаю, это был мой криптонит просто. Я так долго осваивал этот уровень, я вам передать не могу. И мне тяжело объяснить, почему именно уровень был сложным. Возможно, из-за самой Сарильгас, может, дитя Сарильгас. Я не знаю, но он для меня оказался каким-то таким бешено сумасшедшим. На этом этапе, друзья, мы с вами встречаемся с... В принципе, также у нас некроманты, у нас темные истребители, у нас ракетчики, у нас горгульи, друзья, у нас йети, у нас тролли-чемпионы. В принципе, вся, у нас даже некроманты. И особенностью этой локации есть это дитя Сарильгас, паучьи дети королевы, которые имеют довольно приличный урон и... очень много хп. При этом у них хорошая физ-броня и у них очень хорошая магическая броня. То есть с ними довольно сложно сражаться. Ну и, конечно же, есть паучьи матриархи, друзья, и обычные огромные паучки. То есть которыми тоже необходимо... скажем, справляться. Ну и, конечно же, финальный босс, это сама Сарильгас. Она имеет способность к инстакиллу, поэтому геройчика держите в стороночке. И пехотку она тоже убирает в раз, как и голема, в принципе. Но если вы будете красивенько пехотой отыгрывать, то, в принципе, я думаю, что будет вам счастье, и вы сможете победить Сарильгас и
На самом деле, давайте вернемся теперь к опросу. Большинство из вас определили этот уровень в А. Но, друзья, совсем немножечко были те, кто определили в категорию S. Были те, кто определили в категорию S+, и были даже те, кто один. Это просто интересная особенность, которые отправили этот уровень в категорию D. Ну, мне кажется, это больше какой-то, знаете, троллинг такой, но... И здесь, друзья, впервые я не совсем с вами согласен, возможно, из-за своего личного, как бы, субъективного отношения к этому уровню. И так как тир-лист составляю я, пардоньте, но, конечно же, с вашим, как бы, замечательным мнением, я определяю Сарильгаз в категорию S. Это первый уровень, который получает 5 от меня. И, ну, я считаю, этот уровень достоин категории S. Хотите, оспаривайте, подавайте апелляцию в суд, но логово Сарильгаз идет в S. Идем дальше, друзья. Тихолесье. Тихолесье, тут у меня два уровня. Тихолесье, это, как по мне, действительно полностью соответствует своему названию. Здесь тихо, спокойно, беспроблемно и вообще довольно легко и весело. Здесь у нас, друзья, разбойники, здесь у нас налетчики, здесь у нас мародеры. В принципе, вся вот эта вот такая вот бандюковая братья. Здесь есть горгульи, здесь есть вульфы, варги, то есть куда ж без быстрых, да, по большому счету, врагов. Но, друзья, здесь добавляются 2 интересных новых врага. Это налетчики, и эти пупсы одни из самых-самых таких вот жутких, злостных врагов. Вообще, в первой части враги, которые имеют дальний уровень поражения, они на самом деле самые проблемные. И вот с ними надо считаться. И помимо всего прочего у нас появляется танк. Это разрушитель. Это такая, вы знаете, жиробасная тушка. Такой вот, я не знаю, борец сумо с мечом, который так и норовит ушатать вашего героя и размотать всю вашу пехоту, пройдя к укреплениям. И типа сказав: вот тебе, дружище, минус 5 жизней. И делай с этим что хочешь. Но все равно в целом, на самом деле, как по мне, уровень довольно скромненький, простенький. И здесь дилемма, друзья. Потому что мнения разбежались, притом одинаково. Друзья, 13 проголосовали за категорию А и 13 проголосовали за категорию Б. И, скажем, здесь, на мое уже усмотрение, здесь уже никаких претензий, то есть решает... не знаю, организатор-ведущий, да, наверное, вот. И я, на самом деле, вот, со спокойной абсолютно душой отправляю Тихолесье в категорию Б. Потому что это не босс-файт, здесь нет ничего такого гранде, сложного, колоссального, веселого. Здесь можно отыграть любыми башнями, какими вы хотите, артой, пехотой, то есть, ну, без проблем абсолютно. И происходит это все довольно спокойно и непринужденно. Поэтому Тихолесье я отправляю в категорию Б в нашем сегодняшнем тир-листе. Следующий этап, это как продолжение Тихолесья, это, друзья, логово бандитов. И этот этап уже с босс-файтом. Не буду слишком долго останавливать внимание на этой локации. Здесь присутствуют абсолютно все те же самые враги, которые были в Тихолесье. Добавляются еще пауки и матриархи, которые тоже вот спавнят мелких паучочечков. И при этом здесь появляется босс, это Амбал. И Амбал на самом деле также инстакиллит, то бишь не подводите героя под его колеса шипованные. Он имеет возможность регениться, поедая там офигительно огромную, не знаю, ножку чего-то там, индюка или страуса, или, я не знаю, динозавра какого-нибудь, но там огромнейшая просто ножка, как и сам Амбал. И, в принципе, босс-файт довольно интересный, потому что он идет напрямую, то бишь он не идет по какой-то определенной там пути спавна врагов, да, линии врагов, а он идет прямо, тупо напролом, как настоящий вот этот дерзкий Амбал. И, в принципе, здесь, друзья, как ни странно, довольно много голосов было отдано за категорию
А, но многие отдали предпочтение Логово Бандит в S. И здесь, конечно же, никаких претензий и никаких споров быть не может. Друзья, отправляем Логово Бандитов в категорию S. Спасибо вам огромнейшее, опять-таки, за ваши чудесные аналитические способности. Так, народ, отправляемся из вот этих вот зеленых прекрасных мест, мы с вами отправляемся вновь в снежные вершины. Первая у нас локация — это морозные вершины. Здесь у нас встречаются с вами, друзья, в принципе, враги, которые были до этого, это тролли-чемпионы. Здесь у нас также имеются вожди троллей, здесь есть горгульи, тоже, да, такие довольно свирепые, суровые, летающие, как бы. Но особенностью этой локации есть два моба, друзья. Это тролль-следопыт, которые ускоряются на определенных участках этапа. Это такие вот, где, ну, ледяная, да, такая поверхность. Они как на санках, пролетаете так незаметно. И в этот момент вы не можете их остановить. То бишь ни пехота, ни герой, никто не останавливает. Они просто проскальзывают себе к точке, и можно лишь только там их сдерживать. Поэтому этот момент необходимо учитывать. Также есть тролль-штурмовик, а это уже бронированный злодей, друзья. Он имеет 4200 здоровья, он регенится, и он, в принципе, имеет хорошую физ-броню. Против него довольно хорошо работают магические башенки, а лучше всего это ваншотик, друзья, для того, чтобы его сразу убрать, потому что урон у него, на минуточку, 165 единиц практически. Он когда бревном херачит по голове юниту, там все, это, знаете, там мозги в разные стороны, сотрясение как минимум железобетонное. Но при этом, при хорошей тактике, народ, и хорошей стратегии, используя одних только лишь мушкетчиков, 3 башнями, проверено, я тому свидетель, пожалуйста, я отыгрывал на чемпионате этот уровень всего 3 башнями, полной прокачки можно отыграть, не пропустив ни одного врага. Так вот, отнесли, друзья, в большинстве своем вы этот уровень в категорию А. Было так, что и S, и в принципе B тоже, но вот большинство из вас отнесли в категорию А. Ну, а чё нет, друзья, давайте так и сделаем, давайте действительно морозные вершины оставим в категории А, пусть будет, возможно, там кто-то согласится, не согласится, но чего нет, ну, на самом деле, довольно неплохие такие тут враги, и с ними тоже интересно сражаться. Следующий этап, друзья, это Платоха Краш. Это у нас продолжение, скажем, предыдущего уровня морозных вершин. И вот здесь у нас босс-файт. И этот уровень будет посложнее. Этот уровень действительно будет поинтереснее, повеличественнее. И даже не только из-за того, что босс-файт, да, здесь как бы. Здесь огромное количество разнообразных врагов. Здесь много троллей-штурмовиков. Здесь огромное количество следопытов. И здесь необходима определенная тактика. Да и сам босс, друзья, он с определенной хитринкой. Улгук-хай, вы можете нанести ему урон только в момент, когда он открывает щит. Когда он на вас идет с закрытым щитом, вы не можете ему нанести урон. Со спины, кстати, тоже я пробовал, я проверял. Думаю, авось такая херня зайдет, знаете, хитрость. Все-таки нет у него щита со спины. Нет, так не работает. Необходимо, чтобы он открывал щит. Но на самом деле с ним довольно неплохо сражаться героем. У него есть анимация удара, друзья. Он, когда наносит удар, вы видите, когда он поднимает, он в этот момент открыт, и вы можете убрать своего героя, при этом никакого урона он вам не нанесет. Но все равно при этом интересный уровень и занимательный босс-файт. Поэтому спокойненько отправляем Платоха Краш в категорию S и двигаемся дальше. А дальше у нас, друзья, гнилой лес. Гнилой лес, боже мой, какой это душниловский уровень. Я даже проводил было опрос на своем канале по поводу уровней, какой из них сильнее, какой сложнее, какой все. И на самом деле гнилой лес был один из самых недооцененных уровней в плане голосования, потому что я считаю, что это уровень один из самых сложнейших. И из-за своего босса,
босса именно того, как он двигается. Именно из-за того, в окружении чего он двигается. Мобы на этом уровне очень дерзко бисюковые. Их очень много. И сам босс идет в окружении этих врагов. И враги отвлекают на себя внимание, поэтому по боссу, по большому счету, вы сильного урона не наносите. Движется он быстро, бьет он на довольно дальнюю дистанцию, имеет высокий уровень здоровья. И, не просто, друзья, это непростой уровень. У вас одна точка, да, которую вы держите. Можете отыгрывать как хотите, пожалуйста, ваша тактика, замечательно занимайтесь. Есть порт в адские места, откуда заходят демонические отродья, откуда заходят владыки демонов, залетают горгульи и заходят адские гончие. Да, это вот, друзья, в гнилом лесу. Помимо всего прочего, на этом уровне появляется шелуха. Ее довольно много, этой шелухи. У нее есть средняя физическая броня. Урон незначительный, но их много. И здоровье 360, друзья. При этом еще появляются болотные твари. Я точно знаю, что вы этих пупсов помните. Они имеют жуткий дальний урон, имеют много хп просто. И с ними тоже надо нормально сражаться. Но более душниловского врага, чем порочный древень, я в этой части найти не смогу. Это просто такой ужасный моб. Я не знаю, я передать не могу, насколько это бисюковый враг. Их спавнится много, при этом спавнятся они в разных местах, где хотят. Вот просто вообще, может даже возле твоей точки заспавнится и такой типа двинет вперед своими вот этими вот, я не знаю, гниющими костылями. Они имеют нормальное здоровье, они имеют хорошую физическую броню, и их много, их реально дохерища на этой локации идет, особенно в момент босс-файта. И сам, друзья, гнилоствол. Это высокий уровень здоровья, у него мощная физброня, он имеет высокий урон и, я не знаю, это очень-очень-очень неприятный, друзья, уровень. И я вот со всей своей ответственностью, со всей своей желанием, я отправляю этот уровень в категорию S+. Вот именно для таких уровней я и оставил позицию S+. И на самом деле, друзья, большинство из вас со мной согласны, которые также проголосовали за то, что этот уровень идет в категорию S+. И за что я вам безумно-безумно-безумно благодарен. Еще одним ответвлением этих же земель, гнилых земель, гнилого леса Валардула является грибной лес. Тоже чем-то похож, да, как бы на гнилой лес, но, друзья, здесь у нас с вами есть тоже болотные монстры, твари, здесь есть порочные древние, да, здесь есть шелуха, и шелухи довольно много. Здесь есть ядовитые твари. Кстати, ядовитые твари есть и в гнилом лесу. Тоже это как паучьи матриархи спавнят больших пауков, и с ними тоже надо быть глаз да глаз. Но помимо всего прочего, на этой локации появляются гнилогрибы, друзья, гнилогрибы. Они, знаете, как отравляющий эффект несут и довольно прилично ушатывают пехоту. Но на самом деле босс-файт на этом уровне довольно скромный. Боссик у нас дрожжевичок, такой пузатенький, не знаю, гниловастенький грибочек, который тоже такой бесючий немножечко. Но на самом деле тот же самый Геральт Светозарный в одиночку может убрать дрожжевика и даже не подавится, друзья, не подавится. Поэтому, в принципе, здесь мненица немножко разделилась, и большинство из вас отправили этот уровень в А. И на самом деле, честно, я абсолютно с вами согласен. То есть вот совсем немножечко не хватило до того, чтобы отправить этот уровень в S. Но я не считаю, что прям вот грибной лес прям уж очень такой жутко-дико сложный. Вот железобетонная позиция А, и я с вами абсолютно в этом плане согласен, друзья. Так, идем с вами в мини-компанию с лордом Блэкберном. То есть это была хэллоуинская мини-компания. Она состоит из 4 уровней. Довольно интересная мини-компания. И открывает эту мини-компанию у нас, друзья, Ротвик. В Ротвике
Какие у нас есть интересные враги? Это зомбачки, которых спавнится довольно много. Это скелеты рыцарей, которые, кстати, я напомню, друзья, они не получают урон от яда. То есть у них неуязвимость к яду. Вот это такая тоже интересная особенность. Также здесь, друзья, есть гигантские крысы. Они имеют отравляющий эффект. Их довольно много, и поэтому с пехоткой будьте очень-очень-очень осторожны. Но основная ударная сила этого уровня — это крысолаки. Их довольно много, и они имеют высокий уровень здоровья, среднюю броню, и также при этом они имеют неплохой урон. Но, друзья, сама локация довольно удобная, география локации удобная. У вас одна точка для отыгрыша, у вас есть пятачок, такой перекресток, где вы можете сконцентрировать все усилия, весь ресурс ваших башен. И по большому счету, играя даже на самой высокой там сложности ветеран, вы особых проблем на самом деле с этим уровнем не найдете, и поэтому я лично его отправлял в категорию Б. И на самом деле вы со мной абсолютно согласны, большинство из вас отправили этот уровень в категорию Б, друзья. Так, давайте дальше. Следующий уровень и следующий этап — это древний некрополь. И здесь уже на самом деле поинтереснее, потому что помимо всех прочих вот тех вот стартовых мобов, о которых я описал, здесь, друзья, у нас появляются падшие рыцари, у нас появляются рыцари-призраки, и впервые, друзья, мы встречаемся с отродьем. Отродье, такой мощный, брутальный танк, которого склепали там из разных частей, и вообще такая, знаете, шалтай-болтайная говнешная фигнюшка идет и нормально так наносит урон всей пехоте. Особенность некоторых врагов, например, это рыцарь-призрак. Он неуязвим к физическому урону. То бишь, можно бить его магией, пожалуйста, магией легко убираете, сносите без проблем. И при этом можно его останавливать пехотой. То есть он, знаете, не как привиденница, типа себе летит там и его никто не видит. А вот можно его пехотой останавливать и при этом одновременно, параллельно сносить неплохо магическим уроном. И в принципе здесь было интересненько, потому что мнения слегка разделились также у вас, друзья. Одни голосовали за А, вторые голосовали за Б. И в принципе, на самом-то деле, я бы, наверное, знаете, древний некрополь, он посложнее Ротвика будет. Посложнее будет Ротвика в целом. И я бы его определил в категорию А, возможно. Но опять-таки он где-то, знаете, наверное, чуточку не дотягивает, может. Хотя, знаете, давайте... Я вот последую вашему совету и вашему общему мнению и определим древний некрополь в категорию Б. Все зависит от того, какими башнями отыгрывать. Если магией, то в принципе, да, скажем, не такие уж и слишком большая грандая проблема у нас в древнем некрополе. Пусть будет Б, друзья, пусть будет Б. Прислушаюсь к вашему мнению. Следующая у нас локация этой мини-кампании — это гибельные топи. И в гибельных топях, друзья, это был один из уровней, кстати, первого чемпионата. И я на этом уровне помню тогда с магическими башнями у меня просто взрыв башки был. Это было настолько тяжело отыгрывать и сложно, что капец, просто капец. И на этом уровне на самом деле народ, помимо отродий, помимо там базовых, скажем, зомбаков и скелетов рыцарей, появляются, друзья, вервульфы, появляются оборотни и появляются черная карга. Вот эти враги, они поистине создают мощный симбиоз, и с ними довольно сложно и проблемно отыгрывать. Та же самая карга, которая превращает юнитов в милашек, лягушечек таких вот, но когда их вылетает много, а на тебя прет огромная толпа врагов, и всех твоих юнитов превратили в лягушек, и у тебя нету возможности сдерживать врага, вот тут начинается проблема, и тут ты начинаешь нервничать. Поэтому я, друзья, смело лично для себя отправляю эту локацию в категорию А, как вы знаете, первого, да, нашего основного этапа с босс-файтами. И
железобетон они ниже. И по большому счету вы со мной согласны, некоторые было определяли в S, было в B определяли, некоторые даже в C. Ну, я честно скажу, ну, абсолютно с C не согласен. Есть даже что в D, опять-таки, может, в качестве прикола, но в большинстве своем все согласны с моим тоже мнением, что это тверденькая А. И финальный этап этой мини-кампании, друзья, это замок Блэкберна. Замок лорда Блэкберна — это босс-файт. И здесь, на этой локации, также абсолютно все враги, которые были до этого. То бишь зомби, гигантские крысы, крысолаки, это падшие рыцари, рыцари-призраки, это отродье, это огромное количество черной корги, это вервульфы и это оборотни. Ой, простите, друзья, все-таки я не знаю, сколько мы уже с вами беседу тут ведем по этому тир-листу. Я, честно, не думал, что он настолько как бы затянется. Но это пилотная версия. Если зайдет, то будем с вами чаще вот проводить такие опросики и делать такого рода видео. Ну да ладно. Так вот, замок Блэкберн. И финальный босс — это лорд Блэкберн. Одна из самых замечательнейших кампаний первой части игры. Не знаю, как вам, но мне эта локация всегда нравилась. Она всегда была мне безумно интересна. У вас целых 3 точки для сдерживания врагов. Врагов довольно много, зон спавна много. И сам босс-файт также довольно интересный. Поэтому, друзья, большинство из вас определили этот уровень в категорию S. Некоторые его, ну также немало, скажем, там разница всего в 3 голоса, друзья, всего в 3 голоса, определили этот уровень в S+. И барабанная дробь, я никоим образом не противоречу вашему мнению, но я отправляю этот уровень в категорию S+. Вот, смело беру на себя ответственность и отправляю замок Блэкберна в категорию S+. Я считаю, что именно там место этому уровню. Все, движемся дальше, друзья. И переходим мы с вами в огненные земли владыки ада Молоха. Первый этап — это огненная яма. И вот огненная яма, здесь, конечно, тоже и те же самые, друзья, демонические отродья, владыки демонов, адские гончие бесенки. Вся это вот основная, знаете, братья, вся эта основная как бы движуха. Но, друзья, здесь у нас с вами добавляются такие вот гнусненькие, такие букашечки, такие вот как бы не самые веселые враги, это флорионы. Они дальние атаку имеют, у них довольно нормальный урон, приличный, кидаются такими, знаете, огненными какульками. И неплохо хп, их всегда выбегает довольно много. Но отдельная такая вот особенность врага — это легион, друзья. Легион, он порождает от себя других таких же. Поэтому основную версию базовую необходимо сносить как можно быстрее. Потому что заспавниться их может так же много, как, например, некромант спавнит скелетов. Но этих может быть побольше, и они обладают тем же здоровьем, как и свой оригинал. То есть вот прикиньте, идет оригинал, а потом херак уже 4 с 3 дубликатами. Такие же, с таким же уровнем здоровья и таким же уроном. Вот, пожалуйста, считайте, элементарная математика тоже с его расплодением, как бы, и сколько их может быть на карте. Особенно, когда их выходит 2 или 3 оригинала. То есть это заполонить могут всю карту и потом справляйся как хочешь. И, в принципе, также на этой локации появляется Гулеймон, такая жиробасная тушка с маленькими крылышками, друзья, которые помогают ему взлетать. То есть он не летит полноценно, но определенную как бы категорию, там, участочек он пролетает. Я до сих пор, конечно, в недоумении, как эти мелкие крылья могут вот этого борца сумо переносить, но разрабам виднее. И на этой локации есть, друзья, первый всей франшизы игры Kingdom Rush мини-босс. И это Цербер, не побоюсь этого слова, самый, по моему мнению, лютый и жесткий мини-босс из всех, которые были там, встречались нам во всех частях. Даже Гидра отдыхает по сравнению с Цербером. Ну, Цербер — это мой фаворит, number one, классика, знаете, такой оригинальной базовой сборки, и против него довольно... не просто сражаться. Хотя, опять-таки, тот же сэр Геральт в одиночку может его ушатать. Но с сэром Геральтом еще надо дойти до финального босс-файта с мини-боссом Цербером. Так вот, друзья. И большинство из вас определили этот уровень в категорию А. Совсем на самом деле, опять-таки, там разница в голосах небольшая. Определили огненную яму в категорию S.
И я с вами согласен, честно согласен, но это довольно интересная локация, еще и помимо того, что здесь определенные участки подогреваются таким своего рода, это как раскаленная сковородка, где юниты ваши горят. Здесь довольно интересные мобы, которые тоже имеют свою определенную как бы механику взаимодействия. И, это оригинально, друзья. Я на самом деле только благодаря этому повысил бы немножко балл уровню и отправляю огненную яму в категорию S. Вот пусть она будет в категории S. Достойна она, как по мне, этого уровня S. Давайте дальше. Не будем сильно зацикливаться долго над огненной ямой. Зато вот с пандемониумом здесь проблем не было вообще никаких, друзья. Все проголосовали за S+. То есть максимальная вышка для этого уровня. И я абсолютно с этим согласен. Здесь огромнейшее количество врагов. Здесь 3 зоны спавна врагов. И босс-файт финальный с Молохом, владыкой ада, который поработил на минуточку даже самого душу темного лорда Везнана. У него довольно много хп, он быстро движется к финальной точке и имеет хороший урон. В какой-то момент даже инстакилит либо пехоту юнитов, либо героя. Поэтому замечательный уровень, прелестнейший босс-файт, S+, друзья, я абсолютно с вами согласен. А теперь мы с вами прошли все уровни классического Kingdom Rush. Но благодаря нашему игровому сообществу, всему игровому комьюнити, есть 3 дополнительных уровня. Спасибо огромнейшее. Я выделяю вот в первую очередь этого, скажем, разработчика. Это Макс Спрингер. Он, как по мне, является вот отцом-основателем этого мода и, наверное, вдохновителем к созданию этой мини-кампании, этих 3 этапов, за которые могли проголосовать. Это не было обязательным, скажем, голосованию, потому что не у каждого есть этот мод, не все играли в эту мини-кампанию и в эти кампании, поэтому, не каждый может в целом, знаете, понимать, что из себя представляет тот или иной уровень. Но тем не менее, все равно 33 ответа из 41 были по этим 3 этапам, за что вам огромное спасибо. Поэтому я считаю, что даже на основании этих 33 ответов мы можем с вами прекрасно провести анализ и распределить эти уровни, эти этапы по их месторасположению. Итак, начинаем. Первый это, друзья, город Лазагон. И здесь у нас довольно интересные враги. Это хоб-гоблины, такие вот маленькие пупсики. Здесь довольно интересные проклятые шаманы, которые тоже регенят хоб-гоблинов и неплохо так движутся на наши точки. Здесь есть замечательный такой злодей хоб-гоблин-щитоносец. Он имеет довольно такой первый мощный танк уровня, имеет нормально так по здоровичку. У него довольно мощный урон, слабая физ-броня. Но опять-таки он... скажем, на него надо потратить довольно приличный ресурс и силы. Здесь есть наездник на волках. Это своего рода, друзья, как всадник на варге. То есть его необходимо в первую очередь спешить, тогда он становится хоб-гоблином, и уже потом в дальнейшем с ним вот так по красоте разбираться и его ушатывать. Вот такая вот интересная особенность. Довольно классная локация. Это, скажем, классический ведженсовский Лазагон, только, конечно же, доработанный, переработанный и скажем, совсем другой зоной сохранения точек и спавна врагов. То есть зеркальная противоположность классического города Лазагон. Вот так вот скажем. Поэтому большинство, друзья, отнесли этот уровень в категорию S. Были те, кто отправили город Лазагон в категорию А, но я поддерживаю и согласен с вашим мнением, что город Лазагон это S уровень, и это замечательно. Следующий этап, друзья, у нас Серебряное озеро. Серебряное озеро, этот уровень посложнее будет города Лазагон, да, потому что здесь, ко всему прочему, добавляются такие враги, как гоблин-копейщик. Он имеет способность к дальнему радиусу поражения, и здесь, друзья, появляется воздушный шар гоблинов. Да, он, кстати, даже текстуркой чем-то военный дирижабль гоблинов напоминает, но вроде как третьего, наверное, уровня
прокачки. Вот тоже такой интересный. Но опять-таки ваншотиком той или иной башенки того же самого Арканвизора очень хорошо убирается. И их летит довольно много. Они имеют не слишком высокий уровень здоровья, но довольно приличный урончик. Поэтому ставьте башенки с ваншотом и будет вам счастье. А также здесь, друзья, есть финальное сражение с мини-боссом. Это вождь гоблинов. Этот уже имеет здоровечко поприличнее. У него солидный урон и у него средняя физ броня, друзья. Поэтому с этим пупсом тоже необходимо считаться. И большинство из вас отнесли его в категорию S. Были те, кто относили в категорию S+, немножечко, разница невелика как бы. Но я согласен, что все-таки до S+, Серебряное озеро не дотягивает, а S это железобетонно уровень, ну как бы категория этого вот уровня. И последний, друзья, финальный этап нашего сегодняшнего тир-листа — это проклятый пляж. Это финальный этап мини-кампании, созданный ребятами, и здесь довольно интересная отыгрыш локаций. Помимо всего прочего, того вот всех тех врагов, которые встречались до этого, у нас с вами, друзья, появляются проклятые осколки, их порождает финальный босс. Здесь есть големы, своего рода такой подобие голема, это проклятый голем. Есть зона его спавна, он там как бы спавнится и мчит на наше укрепление. По здоровью у него довольно приличненько здоровье, 4500, там у него мощная магическая броня и довольно неплохой урон. Помимо всего прочего, друзья, здесь идут вожди хоб-гоблинов. Их довольно много. Опять-таки повторюсь, у них почти 10к здоровья, приличный урон и средняя физ броня. То бишь с ними тоже необходимо так нормально покошмариться, и, блин, они реально создают проблему, особенно в самом начале отыгрыша. Ну и, конечно же, финальный босс-файт, Гердук. Вот такой вот босс, который, друзья, имеет определенную хитриночку. То есть, когда мы кошмарим и мочим его первую версию, он респавнится совершенно в другой части географии нашей карты и уже в другом облике, в другом образе движется на наши точки. При этом падают вот эти вот постоянно везде проклятые осколки, с которыми тоже необходимо считаться. В первой оригинальной версии была еще такая интересная особенность, друзья, Гердука. Когда он респавнится, открываются все наши юниты, превращаются в осколки. И вот если вы, как и я, ставите башни в тылу для того, чтобы сдерживать прохождение тех или иных врагов, все они респавнились в осколки и пробегали за мои укрепления. По крайней мере, у меня так было в первый раз, когда я отыгрывал эту мини-кампанию, финальный босс-файт. Это было, конечно, скажем, интересно. Это классно было. Особенно, когда ты не знаешь, и такой, опа, что ж делать, теряешься и все остальное. Но, конечно, немножко и обидно. Но, опять-таки, это прошло моментально, быстро. И вроде уже в новой обнове, я еще не играл заново эту кампанию, но вроде пофиксили эту темку, и теперь уже юниты не превращаются в осколки, они как бы остаются теми, кем они есть. И, друзья, вы практически 50% проголосовали этот уровень за S+. Я с вами в этом плане абсолютно согласен и поддерживаю. Отправляем проклятый пляж в S+. Вот таким, друзья, вышло у нас сегодняшнее видео. Вот таким у нас вышел тир-лист всех этапов первой игры Kingdom Rush. И я считаю, что это было интересно. Это была импровизация, это было не подготовлено, это была беседа с вами тет-а-тет, благодаря рейтингу, который был составлен на основе ваших, опроса и ваших ответов. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Я старался, честное слово, друзья, старался. И я надеюсь, что вы оцените это видео по достоинству вашим комментарием, лайкосиком и подписочкой на канал. Если это видео зайдет, если такой формат вам понравится, мы и дальше будем с вами делать что-то подобное по другим частям, или же героям, их скиллам, башням и вообще в целом, да что угодно. Вот можно, не знаю, провернуть множество разнообразных вариантов. А на этом все. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Па-па.